Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня готовим один из вкуснейших тортов современности – медовик. Существуют различные вариации его приготовления. В этом видео за основу возьму рецепт известного мне классического медовика, но заменю сортовую муку на цельнозерновую, исключу добавление сахара, облегчу крем и добавлю в него ягодную прослойку. Торт получится по-настоящему праздничным, достаточно красивым, абсолютно точно вкусным. Ингредиенты возьмем максимально доступные. Кстати, всю подробную информацию по продуктам и заменам вы всегда можете найти в описании к моим видео. Процесс приготовления несложный, основное время активной работы занимает раскатка и выпечка коржей. Однако, при наличии большой духовки и нескольких противней, как минимум время выпечки можно будет сократить. Постараюсь подробно изложить все необходимые нюансы приготовления. И обязательно сделаю в этом видео навигацию по времени, чтобы вы могли легко ориентироваться и переключаться на нужный этап приготовления. Давайте уже приступим. Начнем мы с приготовления теста для медовых коржей. Нам понадобится сотейник или кастрюля. Очень важно, чтобы они были не маленькие и вместительные. Для ориентира у меня кастрюля на 4 литра. 2-литрового сотейника мне не хватало, так как масса в процессе приготовления в 3-4 раза увеличивается в объеме. Выставляем средний огонь, добавляем в кастрюлю кокосовое масло. В принципе, его можно заменить и сливочным. Коржи мы будем выпекать при 170 градусах, а температура дымления сливочного масла составляет 177 градусов. То есть в данном рецепте мы вполне укладываемся в температурные рамки, чтобы с безопасностью использовать сливочное масло. Далее выливаем молоко, мед. А сейчас небольшая ремарочка по поводу нагревания меда. Одни любители ПП и даже люди с профессиональным образованием говорят, что мед при нагревании становится, мягко говоря, вредным. Другие же утверждают, что это миф. На момент публикации этого рецепта и изучив некоторые данные, лично я не увидела никаких абсолютных доказательств того, что мед при нагревании опасен для здоровья. Скорее, он просто теряет свои полезные свойства. К тому же едим медовики мы не часто, скорее только по праздникам. Добавляем сахарозаменитель. У меня 12 грамм фетпрада номер 7, который в 5 раз слаще сахара. Перемешиваем массу до вот такого однородного состояния и доводим до кипения. Как только масса закипела, можно сразу же добавить соду, либо, как я, дать меду покипеть буквально 1-2 минутки. Это позволит меду лучше карамелизоваться и получить более насыщенный цвет коржей. При этом не забываем помешивать. Масса покипела буквально 1,5 минутки. Высыпаем соду. Мешаем. Сейчас начнет происходить реакция. Смесь вспенивается, увеличивается в объеме, постепенно меняется цвет в сторону от светлого до темно-карамельного оттенка. Когда масса перестала пениться, увеличиваться в объеме и практически вернулась к первоначальному уровню, снимаем ее с огня. Даем остыть буквально 2 минутки. Тем временем разобьем яйца и немного их перемешаем венчиком или вилкой. Сильно взбивать ничего не нужно, просто перемешиваем. Добавляем к смеси яйца и быстренько перемешиваем их венчиком до однородности. Если вы вдруг на предыдущем этапе не перемешивали яйца, мешать нужно особенно активно, чтобы не дать белкам свернуться. Добавляем щепотку соли для баланса вкуса. Переливаем массу в миску, в которой будем замешивать тесто. Оставляем смесь остывать минут на 10. Это позволит нам в процессе замеса добавить меньше муки. Тем временем просеиваем муку. Лучше просеять сразу грамм 550. Точных идеальных пропорций в этом рецепте нет, так как мы с вами можем использовать муку разных производителей, яйца разного размера. Возможно, вы захотите добавить меньше меда или масла. Этот рецепт хорош тем, что мы сами в итоге регулируем количество муки в зависимости от полученного количества жидкости и свойств муки. У меня прошло 10 минут, смесь подостыла. Начинаю порциями, где-то по 1,5 от общей массы, добавлять муку. После каждого добавления тщательно перемешиваю. С каждой добавленной порцией муки тесто уплотняется. Сначала перемешиваю лопаткой, потом руками. Остатки медовой смеси можно собрать тестом. Когда тесто становится достаточно плотным, эластичным и не липнет к рукам, заканчиваем с добавлением муки. Вот так готовое тесто выглядит у меня. В этот раз у меня ушло 485 грамм муки, бывает немного больше или немного меньше.
Теперь скатываем тесто в шар, заворачиваем его в пакет или пищевую пленку, переплющиваем его и отправляем в холодильник минут на 30-40. За это время глютен из пшеничной муки начнет работать и немного изменит текстуру нашего теста и сделает ее более податливой. Тем временем займемся приготовлением крема. Приготовлю крем на основе мягкого творога и сметаны 15% жирности. Этот крем готовится очень просто. К сметане добавляем мягкий творог, подсластитель по вкусу и взбиваем все это до пышности 2-3 минуты. При желании вы можете облегчить крем, заменив сметану йогуртом, либо сделать свой любимый крем для медовика, например, на более жирной сметане или заварном креме. Я же выберу что-то среднее между, ведь торт праздничный. Далее перекладываю массу в кулинарный мешок и отправляю в холодильник для стабилизации в идеале на 1-2 часа. Если нет кулинарного мешка, совсем не беда, оставьте в миске и чем-нибудь ее накройте. Теперь займемся приготовлением джема. Вы можете пропустить данный этап, если используете уже готовый джем, либо решили вообще его не добавлять. Без джема тоже будет вкусно. Но ягоды вносят разнообразие в десерт и облегчают калорийность крема. А в этот раз использую замороженную чернику. Это ягода с яркой кислинкой, не каждому понравится, поэтому выбирайте ягоды по своему вкусу. Отвешиваю 250 грамм замороженной черники, ставлю ее на медленный огонь, накрываю крышкой и довожу до состояния оттаивания ягод. Затем увеличиваю огонь и довожу массу до кипения. Увариваю ее до вот такого густого состояния. Основную массу времени держу ягоды под крышкой, так как черника обычно активно брызгается. Добавляю подсластители по вкусу. У меня этот процесс уваривания до джемообразного состояния составил около 20 минут. Снимаю массу с огня и оставляю ее остывать. В итоге вышло около 150 грамм готового джема. При желании для однородности джема можно протереть массу через сито, либо пробить блендером. Когда масса остыла, перекладываю ее в кулинарный мешок и отправляю в холодильник для стабилизации до сборки торта. У меня прошло 40 минут. Ставлю духовку разогреваться до 170 градусов. Достала тесто из холодильника, освободила его от пищевой пленки, разделила на 8 частей, грамм по 110 каждая. Можно разделить на меньшее количество частей или даже на 10. При этом будет меняться толщина коржей и время выпечки. Скатала каждую часть теста в шарик и приступаю к раскатке. Удобно это делать на коврике, чтобы даже при тонкой раскатке исключить разрыв коржа и сразу вместе с ковриком перенести его в духовку. На коврике раскатываю сразу 2 коржа. У меня толщина коржей около 2-3 мм. Сверяю размеры формой кольцом. Нужно, чтобы было с запасом. При выпечке тесто еще сядет, поэтому обрезать коржи лучше уже после выпечки, чтобы получить максимально ровный торт. В этот раз у меня форма диаметром 18 см. В прошлый раз использовала форму на 16 см. Каждый корж накалываю вилкой, чтобы в процессе выпечки коржи поднимались равномерно. Отправляю коржи в духовку на 5-7 минут. Более тонкие коржи пропекаются где-то за 5 минут. Мои за 6-7. Также поступаю со всеми коржами. Я выпекла все 8 коржей, дала им остыть. Получилась вот такая увесистая стопочка. Теперь при помощи металлического кольца для выпечки вырезаю каждый корж. Вместо металлической формы для обрезки можете использовать крышку от сковороды или кастрюлю. Готовые коржи собираю в стопку. Если вы планируете собирать торт позже, заверните коржи в пакет либо в пищевую пленку. Все обрезки собираю на противне и отправляю подсушить в духовку буквально на 3-5 минут. У меня прошло 5 минут, достаю обрезки из духовки. Перекладываю их в чашу блендера и перемалываю до состояния крупной или мелкой крошки. Теперь пересыпаю пирожки в миску и откладываю их до финального украшения торта. А теперь настало время сборки торта. Достаем крем и джем из холодильника. Собирать торт я буду в кольце, которым вырезала коржи. Высота кольца 10 см. Можете собирать торт просто на тарелке. Отсаживаю немного крема на дно, чтобы сцепить первый корж с поверхностью. Стенки кольца проложила ацетатной пленкой. Она не даст крему растечься и поможет собрать максимально ровный торт. Некоторые рекомендуют заменять ацетатную пленку плотными канцелярскими обложками. Но лично я не думаю, что канцелярские обложки предназначены для безопасного соприкосновения с пищей. Купила рулон ацетатной пленки один раз. После каждого использования для себя просто мою ее. Достаточно полезная вещь именно для сборки тортиков. Затем аккуратно выкладываю первый корж. Тщательно его приминаю. Сверху отсаживаю около 100 грамм крема. Разравниваю его силиконовой кисточкой.
Сверху выкладываю следующий корж, немного приминаю его, чтобы утрамбовать крем и исключить явную неровность торта. Ягодный джем можно отсаживать на каждый корж, я сделаю это только на третьем, пятом и седьмом корже. Отсаживаю джем вот так, в серединку, по кругу. Также поступаю со всеми коржами. Верхний корж можете, как я, покрыть кремом сразу, а можете уже после стабилизации. Закрываю торт пищевой пленкой и отправляю в морозильную камеру на час-полтора для стабилизации крема. У меня прошло 60 минут. Достаю торт из холодильника. Чтобы было легче извлечь торт, аккуратно прохожусь по краю сатной пленки ножом. Освобождаю торт от кольца, затем от ацетатной пленки. Распределяю остатки крема по верхушке и бокам. Разравниваю крем до вот такого состояния. Теперь финальные штрихи. Украшение торта крошками. Рекомендую постелить коврик, либо делать все это на противне. Иначе трудно будет собирать надоедливые крошки. Посыпаем крошками верхушку и при помощи ладони полностью покрываем крошками боковую поверхность торта. Если будете украшать торт ягодами и планируете его транспортировать, например, для гостей, то места украшения лучше не засыпать крошкой, так как на крем ягоды крепятся абсолютно точно лучше. Наконец все готово. Отправляем торт в холодильник, это к часов на 8. Я обычно готовлю этот торт с вечера и оставляю его пропитываться на ночь. Возможно, у вас останется какое-то количество крошек. Из них можно сделать небольшие пироженки, либо основу. Например, для чизкейка или, опять же, для небольших пирожных. Для основы чизкейка или пирожных добавляю крошка молоко и формирую основу на дне формы. Затем отправляю основу минут на 10 в духовку, после чего заливаю ее массой для чизкейка. А когда опубликую рецепт чизкейка на канал, обязательно приложу ссылку в описании и оставлю на него подсказку в правом верхнем углу ролика. Для пирожных смешиваю крошки с сиропом и мягким творогом и формирую из этой массы шарики. У меня прошла ночь, настало утро. Посмотрите, что у нас получилось в итоге. Украсила торт в минималистичном стиле ягодами черники и листочками мяты. Давайте его разрежем. Вот так выглядит торт в разрезе с 8 коржами. А вот так с 10. Это очень вкусно. Коржи нежные, медовые, пропитанные творожно-сметанной прослойкой. Сладость оттеняет кислинка ягод. Калорийность, в отличие от оригинала, снижена. Этот торт нравится даже тем, кто не придерживается принципов здорового питания. Надеюсь, вы тоже захотите украсить этим тортом свой праздник. Обязательно пишите свои комментарии, как вам торт, все ли было понятно, все ли получилось. Да вообще пишите все, что считаете нужным. На этом у меня сегодня все. Желаю всем приятного чаепития, здоровья и красоты. До встречи в новых видео.